Керем Бюрсин действительно готовится к Голливуду, и если этот шаг состоится, кто займет его место в Турдизе? Афра Сарачоглу, Ханда Эрчел, Чагатай Улусой, Мерт Рамазан Демир. Это уже не просто популярные имена, это потенциальные претенденты на лидерство в индустрии, которая сейчас переживает самый напряженный период за последние годы. За кулисами замороженные съемки, громкие расследования, судебные разбирательства, финансовое давление и проекты, которые могут либо выстрелить, либо исчезнуть из эфира. Турдизи меняется и меняется быстро. Один возможный международный контракт способен запустить цепную реакцию. Один скандал остановить целый сериал. Один провал перераспределить влияние в индустрии. Сегодня мы разберемся, действительно ли Керем Бюрсин стоит на пороге нового этапа. Почему вокруг Пиры так много ожиданий? Сможет ли юноша стать тестом для всей системы? И как скандал с детьми рая обнажил слабые места турецкого производства? Самое важное в конце видеоролика, потому что именно цифры покажут, кто останется в игре. Если вы хотите понимать, куда движется Турдизи и кто станет новым центром силы, смотрите до конца. Сейчас все внимание приковано к самым громким именам турецкой индустрии. И начнем с новости, которая действительно встряхнула фан-сообщество. Керем Бюрсин все чаще появляется в международной повестке. И разговоры о его возможном участии в проекте, связанном с продюсерской компанией семьи Сталлоне, звучат все серьезнее. Речь идет о переговорах по экранизации популярного романа. И здесь особенно интригует одна деталь. Автор книги открыто признавалась, что представляла главного героя именно с внешностью Керема Бюрсина. Контракт официально не подтвержден, но сам факт таких переговоров уже меняет масштаб ожиданий. Это не просто новая роль, это потенциальный переход в другую лигу. И здесь возникает более глубокий вопрос. Сможет ли Керем Бюрсин стать тем актером, который окончательно выйдет за пределы Турдизи и закрепится в международной индустрии? Турецкие звезды уже предпринимали подобные попытки, но закрепиться за рубежом удается единицам. Международный рынок требует не только харизмы, но и устойчивого профессионального присутствия. Если этот проект состоится, это может стать стратегическим поворотом в его карьере. Параллельно медиапространство продолжает обсуждать его личную жизнь. Любое появление Керема Бюрсина на мероприятиях или совместные фото с коллегами мгновенно анализируются. Его имя стабильно остается в центре внимания, и именно это усиливает эффект от возможного голливудского шага. Чем выше публичность, тем громче любое новое движение. Не менее активно обсуждают и Афра Сарачоглу. Афра Сарачоглу сейчас входит в число самых упоминаемых актрис в социальных сетях, и ее позиции выглядят устойчиво. Стильные выходы, уверенное поведение на мероприятиях, мощная поддержка фан-базы – все это создает ощущение постоянного движения вперед. Афра остается в топах обсуждаемости, а ее имя регулярно появляется в рейтингах. И здесь важно отметить, ее присутствие в информационном поле строится не на резких скандалах, а на стабильности и системной работе с образом. Это другой тип звездности, более стратегический. Афра не просто участвует в индустрии, она постепенно формирует вокруг себя устойчивый медийный капитал. Ханда Эрчел также продолжает удерживать лидерство в списках самых популярных актрис. Ханда Эрчел давно закрепилась в статусе одной из главных звезд Турции. Ее имя стабильно фигурирует в рейтингах красоты, и узнаваемость растет. За Хандой Эрчел внимательно следят не только турецкие зрители, но и международная аудитория. Появление на модных мероприятиях, сотрудничество с брендами, активность в цифровом пространстве – все это поддерживает ее образ как актрисы, которая уверенно держится в первой линии. Мерт Рамазан Демир тоже не теряет позиции. После громких проектов Демир укрепляет свой статус и остается одним из самых обсуждаемых актеров. Он активно работает над имиджем, появляется на светских мероприятиях, ассоциируется с люксовыми брендами. Его фан-база остается одной из самых активных. И здесь прослеживается четкая тенденция. В условиях нестабильности индустрии именно сильный личный бренд становится страховкой от профессиональных рисков. И, конечно, Чагатай Улусой. Каждый раз, когда появляются слухи о новых масштабных проектах, имя Чагатай Улусой звучит среди первых. Он давно доказал, что способен тянуть крупные истории.
И сейчас ожидание его возвращения в громкий сериал создает отдельное напряжение. Его участие может автоматически повысить уровень доверия к проекту, и продюсеры это прекрасно понимают. Так складывается довольно показательная картина. Керем Бюрсин на пороге возможного международного шага, Афра Сарачоглу в пике обсуждаемости, Ханде Эрчел стабильный лидер рейтингов, Мерт Рамазан Демир укрепляет позиции, Чагатай Улусой в ожидании нового анонса. И на фоне этого звездного движения появляется проект, который уже сейчас называют одним из самых интригующих. Это сериал «Пера». И именно он может стать следующим центром напряжения в индустрии. Сериал «Пера» постепенно превращается в одну из самых интригующих премьер сезона. Интерес к проекту растет не только из-за актерского состава, но и благодаря той атмосфере загадки, которая выстраивается вокруг него. Пока нет громких скандалов или резких инфоповодов, и именно это работает на проект. Зрители внимательно следят за каждой деталью. Когда выйдет тизер, какие кадры покажут первыми, каким будет визуальный стиль. Создатели Перы, судя по всему, делают ставку не на шум, а на масштаб и атмосферу. В индустрии все чаще звучат разговоры о том, что у Перы есть потенциал не ограничиться одним сезоном. И это важный момент. Обсуждение продолжения еще до премьеры всегда рискованный сигнал. С одной стороны, это демонстрация уверенности продюсеров. С другой, это высоко поднятая планка ожиданий. Если зритель не получит обещанного уровня, реакция может быть жестокой. И в условиях, когда индустрия переживает нестабильный период, такой шаг выглядит смело. Отдельное внимание приковано к возможной гала-премьере в Стамбуле. Красная дорожка, звездные выходы, плотное присутствие прессы – это не просто красивый старт, это инструмент формирования восприятия. В турецкой индустрии первое впечатление действительно имеет значение. Успешный медийный запуск может задать тон всему сезону. И если Пера сумеет создать эффект события, проект получит серьезные преимущества уже на старте. Но здесь возникает ключевой вопрос. Сможет ли Пера оправдать ту волну ожиданий, которые формируются еще до выхода? Мы уже видели примеры, когда хайп оказывался громче самого содержания. И в то же время были проекты, которые тихо стартовали, но затем неожиданно выстреливали. Все будет зависеть от сценарной глубины и способности удержать зрителя после первой серии. Сейчас Пера выглядит как проект, в который вложены амбиции. А в нынешних условиях амбиции – это всегда игра на грани. Если ставка сыграет, сериал может закрепиться в сетке надолго. Если нет, индустрия получит еще один пример того, как ожидания опережают результат. И пока Пера аккуратно выстраивает свою интригу, параллельно набирает обороты другой проект, более молодой, более шумный и уже сейчас претендующий на статус главной премьеры. Речь, конечно же, о «Юноше». Сериал «Юноша» еще до выхода успел создать вокруг себя ощутимый информационный шум. И на мой взгляд, это не случайный хайп. В текущей ситуации, когда индустрия осторожничает и боится рисковать, запуск проекта с таким позиционированием – это заявка на амбиции. Каждое обновление по касту мгновенно разлетается по фан-сообществам. И это уже показатель того, что проект цепляет аудиторию заранее. Особое внимание привлекло присоединение к актерскому составу Гёкхана и Якылкана. И здесь важно понимать, это не просто пополнение списка, это стратегическое усиление. Гёкхан – актер с серьезным опытом и наградами, и его участие добавляет проекту веса. Я считаю, что именно такие точечные решения сегодня отличают продуманные проекты от проходных. Репетиции уже идут, процесс запущен. И это значит, что «Юноша» не просто существует на уровне анонсов, он реально готовится выйти в игру. Зрители ждут читку сценария, первые совместные фото, первые кадры со съемок. И чем дольше сохраняется интрига, тем выше становится планка ожидания. Но здесь есть тонкий момент, завышенные ожидания могут сыграть как в плюс, так и против. Мне кажется, что «Юноша» – это своего рода тест для индустрии. Если сериал действительно выстрелит, это покажет, что аудитория по-прежнему готова вкладываться в новые истории. Если нет, продюсеры станут еще осторожнее. И тогда мы окончательно уйдем в эпоху проверенных формул, без экспериментов. Отдельно отмечу состав в целом.
проекту продолжают присоединяться сильные актеры, и это создает ощущение тщательно собранного ансамбля. В нынешних условиях это не просто творческое решение, это способ минимизировать риски. Когда ставки высоки, продюсеры предпочитают опираться на имена, которые уже доказали свою состоятельность. Но пока одни проекты набирают обороты, другие сталкиваются с жестокой реальностью. И история вокруг «Детей рая» показывает, насколько хрупкой может быть система, когда в игру вмешиваются факторы вне сценария. Пока юноша уверенно готовится к старту, вокруг проекта «Дети рая» разворачивается совсем другая история, и, на мой взгляд, куда более показательная. Речь уже не о сценарии, не о креативных решениях и даже не о рейтингах. Речь о резкой остановке съемочного процесса, а это всегда тревожный знак для любой индустрии. Съемки сериала «Детей рая» были приостановлены, команда экстренно вернулась в Стамбул. Причиной стала ситуация вокруг Исмаила Хаджиоглу. Его имя оказалось в центре расследования, связанного с запрещенными веществами. Сообщается, что актер был задержан во время ночной проверки, после чего начались процессуальные действия. В подобных случаях продюсеры действуют быстро и жестко. Никто не готов рисковать репутацией канала и инвестициями. И вот здесь, на мой взгляд, проявляется ключевая уязвимость системы. Когда один актер играет центральную роль, вокруг него строится значительная часть драматургии. Это означает зависимость всего проекта от одного человека. Если возникает нештатная ситуация, продакшн фактически парализован. Замена актеров в такой точке – это пересъемки, переписывание сценария, дополнительные расходы и потери времени. А время в телеиндустрии – это деньги. Дополнительную напряженность добавило то, что в деле фигурировали и другие имена, связанные с известными артистами. В социальных сетях началась бурная реакция, от поддержки до резкой критики. И это еще раз подтверждает, личная жизнь актера больше не отделена от проекта. Все мгновенно становится частью медийной повестки. Мне кажется, история с «Детьми рая» – это не просто скандал, это показатель того, насколько хрупкой стала система производства сериалов. Один сбой, и под ударом оказываются десятки людей. Актеры, съемочная группа, технический персонал, канал. Каждый день простой – это финансовые потери и неопределенность. И здесь возникает более серьезный вопрос. Это единичный случай или симптом более глубокого кризиса в индустрии? Потому что если подобные ситуации начинают повторяться, продюсеры будут становиться еще осторожнее. А осторожность в креативной сфере часто означает снижение смелости. Чтобы понять, куда движется Турдизи, нужно смотреть шире, на финансовую модель, рейтинговое давление и правила, по которым сейчас работает рынок. И картина там не менее напряженная. Ситуация вокруг «Детей рая» – это не изолированный эпизод. На мой взгляд, она просто подсветила то, о чем индустрия говорит уже несколько лет. Турдизи живет в режиме постоянного давления, и главный источник этого давления – рейтинги и финансовая модель производства. Один из самых спорных моментов – хронометраж серий. Турецкие эпизоды по-прежнему выходят значительно длиннее международного стандарта, и причина здесь не в творческом выборе, а в системе рекламных ограничений. Каналам разрешено размещать ограниченное количество рекламных блоков, и продюсеры вынуждены компенсировать это увеличением продолжительности серии. В итоге драматургия растягивается, темп проседает, а зритель начинает уставать. И, честно говоря, я считаю, что именно здесь индустрия постепенно теряет динамику. При этом бюджеты продолжают расти. Производство одного эпизода зачастую обходится дороже, чем сумма, которую канал готов полностью покрыть. Продюсеры идут на риск, рассчитывая на стабильные рейтинги и международные продажи. Но если показатели начинают снижаться хотя бы на несколько пунктов, финансовая модель дает трещину. Именно поэтому мы все чаще видим внезапные закрытия даже тех сериалов, которые внешне казались стабильными. Это создает замкнутый круг. Продюсеры боятся экспериментировать, выбирают безопасные сценарные решения, повторяют проверенные формулы. Но зритель чувствует повторяемость, интерес снижается, рейтинги проседают, и осторожность становится еще сильнее. На мой взгляд, это главный структурный вызов Турдизи сегодня. Добавьте к этому скандал вокруг актеров, юридические риски, высокую конкуренцию в эфирной сетке, и вы получите систему,
которая работает на пределе устойчивости. Индустрия балансирует между амбициями и страхом ошибки. И все же, несмотря на это, появляются проекты, которые показывают, зрителям можно удержать, если история действительно работает. Один из таких примеров сейчас – это сериал «Под землей», и его динамика говорит о многом. Сериал «Под землей» сейчас обсуждают особенно активно, и на мой взгляд это не случайность. В центре внимания Денис Джан Акташ. Его герой постоянно находится в состоянии внутреннего давления, принимает рискованные решения, действует импульсивно и жестко. За счет этого история не провисает. В условиях, когда зритель устал от затянутых серий и повторяющихся конфликтов, такая динамика работает особенно эффективно. Рядом с ним Деври Маскан. И здесь важно отметить, ее персонаж не существует как фон для мужской линии. Деври Маскан добавляет истории эмоциональную глубину, делает конфликт личным. Когда женский персонаж не декоративный, а самостоятельный, зритель вовлекается сильнее. Я считаю, что именно такие сбалансированные дуэты сегодня дают сериалам устойчивость. Отдельного внимания заслуживает Ураз Кайгалароглу. Он умеет создавать многослойные образы, и в «Под землей» это особенно заметно. Его персонаж одновременно харизматичный и опасный. В каждой сцене с его участием чувствуется напряжение, которое не сводится к внешней агрессии. Оно психологическое, и именно это делает сцены обсуждаемыми. Также зрители активно отмечают работы Эмира Бентерлиоглу и Мехмета Йылмазы Ака. В «Под землей» нет ощущения случайных фигур. Даже второстепенные роли добавляют плотности происходящему. И вот это, на мой взгляд, ключевой момент. Сериал не держится на одном имени, он работает как ансамбль. И здесь появляется важный вывод. В период, когда индустрия переживает финансовые и структурные сложности, выигрывают те проекты, которые делают ставку не на громкий хайп, а на внутреннюю напряженность истории. Сериал «Под землей» не выглядит как искусственно разогретый продукт, он ощущается как продуманная драматургия. Именно поэтому он удерживает внимание и в рейтингах, и в обсуждаемости. А когда совпадают цифры и цифровой шум, это редкое сочетание. И логично посмотреть шире, какие еще проекты формируют повестку, и что говорят рейтинги обсуждаемости о реальных симпатиях аудитории. Если посмотреть на общую картину обсуждаемости, становится очевидно, внимание аудитории сейчас распределяется очень показательно. В списке самых обсуждаемых проектов стабильно фигурирует сериал «Это море переполнится». И на мой взгляд здесь срабатывает не только сюжет, но и эмоциональный код сериала. Название само по себе провоцирует интерпретации, зрители обсуждают символику, спорят о скрытом смысле. Это уже больше, чем просто просмотр, это вовлеченность. Вторую позицию удерживает шоу «Выживший». Несмотря на то, что это не драматический сериал, интерес к нему стабильный, формат проверенный, конфликты понятные, участники становятся объектами постоянного обсуждения. И это важный сигнал. Аудитория по-прежнему реагирует на живую динамику и противостояние, даже если это не художественная драма. Сериал «Далекий город» остается в поле зрения зрителей, несмотря на критику за растянутость. И здесь, как мне кажется, работает фактор привязанности. Когда зритель уже вложился эмоционально, он продолжает смотреть, даже если сценарий вызывает вопросы. Это показатель силы персонажей, а не структуры истории. В списке обсуждаемых проектов по-прежнему фигурирует сериал «Под землей». И это тот редкий случай, когда совпадают два показателя – рейтинги и цифровой шум. Обычно одно из двух проседает. Здесь же видно устойчивое внимание, а это значит, что проект попал в актуальный запрос аудитории. Если говорить об актерах, то Афрос Сарачоглу стабильно удерживает позиции в топах обсуждаемости. Мерт Рамазан Демир также остается среди самых упоминаемых имен, и здесь прослеживается четкая закономерность. Сегодня выигрывают те, кто одновременно присутствует и в эфире, и в цифровом пространстве. Одного только телевизионного успеха уже недостаточно.
Эти рейтинги показывают не просто симпатии аудитории, они демонстрируют направление движения индустрии. Зритель стал более избирательным, более активным, более требовательным. И на фоне этой, казалось бы, позитивной динамики разворачивается история, способная повлиять на правила игры глубже, чем любой рейтинг. Речь идет о судебном разбирательстве вокруг сериала «Я назвала ее Фериха». История вокруг сериала «Я назвала ее Фериха» – это уже не просто юридический спор, а показательный кейс для всей индустрии. Разбирательство длилось годами и касалось вопроса авторских прав. Автор литературного произведения заявила о существенных совпадениях между ее книгой и сюжетом сериала. И речь шла не о банальной формуле «богатый парень, девушка из небогатой семьи». Суд рассматривал конкретные параллели: происхождение героини, попытки скрыть социальный статус, развитие отношений после раскрытия правды. И на мой взгляд, именно в деталях и заключалась суть дела. Турецкая индустрия долгое время существовала в пространстве свободных интерпретаций. Похожий сюжет считался жанровой традицией, но в этом случае суд признал, что элементы произведения были использованы без должного согласования. Это редкий прецедент. Обычно подобные дела заканчиваются в пользу продюсеров, потому что доказать прямое заимствование крайне сложно. Формально конфликт был урегулирован без публичной эскалации. Стороны пришли к соглашению, и история завершилась в правовом поле. Но стратегическое значение этого решения гораздо шире. На мой взгляд, это сигнал для всей системы производства. Юридическая проверка первоисточников больше не формальность, а необходимость. Это означает дополнительные этапы согласования, дополнительные расходы и более осторожный подход к адаптациям. А в условиях, когда индустрия уже находится под финансовым и рейтинговым давлением, любые новые ограничения усиливают нагрузку. Свободы становится все меньше, рисков больше. И здесь возникает более глубокий вопрос. В ситуации, когда продюсеры вынуждены учитывать рейтинги, бюджеты и теперь еще усиленный юридический контроль, кто оказывается в выигрышной позиции? Крупные звезды с устойчивым брендом или актеры второго плана, для которых проект шанс закрепиться? Именно этот баланс сейчас начинает смешиваться. И если внимательно рассмотреть на карьерные траектории в последние сезоны, становится заметно: кризис распределяется неравномерно. В условиях нестабильности индустрии разница между крупными звездами и актерами второго плана становится особенно заметной. И на мой взгляд, кризис никогда не распределяется равномерно. Он усиливает тех, у кого уже есть ресурс, и обнажает уязвимость тех, кто только поднимается. Когда проект сталкивается с падением рейтингов или внезапными трудностями, продюсеры в первую очередь смотрят на цифры, а цифры в Турдизе напрямую связаны с именами. Если в проекте задействован актер с мощной фан-базой, способный удержать аудиторию даже в спорные моменты, его позиции остаются устойчивыми. Такие имена продают сериал не только внутри страны, но и за ее пределами. Для каналов и платформ это страховка инвестиций. Именно поэтому крупные звезды зачастую легче переживают кризисные периоды, даже если проект оказывается неудачным. Их личный бренд продолжает работать, их приглашают в новые проекты, они сохраняют рекламные контракты, их обсуждаемость остается стабильной. Личный капитал оказывается сильнее конкретного рейтинга. Но совсем иначе складывается ситуация у актеров второго плана или тех, кто только начал путь к широкой известности. Для них один неудачный проект может стать серьезным ударом. В индустрии, где ежегодно запускаются десятки сериалов, конкуренция крайне высокая, и когда бюджеты под давлением, продюсеры предпочитают делать ставку на проверенные лица. Но есть еще один фактор – это социальные сети. Сегодня фанаты способны удержать актеров в повестке даже при отсутствии громких ролей. Хэштеги, фан-аккаунты, цифровая активность создают альтернативную систему поддержки. И в этом смысле цифровая эпоха слегка выравнивает поле, но полностью не меняет расстановку сил. Таким образом, кризис не разрушает индустрию напрямую, он ее перераспределяет. Он усиливает бренд, снижает пространство для риска и делает систему более прагматичной.
И именно поэтому сейчас особенно важно смотреть на эфирную сетку не как на набор сериалов, а как на поле конкурентной борьбы. Потому что ближайшие месяцы покажут, кто действительно удержит позиции, а кто окажется вне активной повестки. Если внимательно посмотреть на текущую телевизионную сетку, становится очевидно, конкуренция сейчас плотнее, чем за последние несколько сезонов. В эфире одновременно идут проекты разных жанров: драмы, исторические постановки, социальные истории. Каждый борется за свою аудиторию, и пространство для ошибок становится все меньше. Одни демонстрируют рост в ключевых категориях, другие держатся за счет лояльной базы, а третьи уже начинают ощущать на себе все это давление. Сериал «Это море переполнится» продолжает удерживать внимание благодаря эмоциональной подаче и сильному региональному колориту. Сериал «Далекий город» опирается на сформированную аудиторию, даже несмотря на споры о темпе повествования. А сериал «Под землей» сейчас выглядит как пример проекта, который сумел поймать нерв времени, сочетание динамики, сильного каста и внутреннего напряжения. Но если смотреть глубже, становится ясно: сегодня каждое решение продюсеров – это не только творческий шаг, но и финансовый расчет. Выбор актера, продолжительность серии, сценарный поворот – все напрямую связано с выживанием проекта. Индустрия больше не может позволить себе роскошь долгого разгона. Результат требуется быстро. И на мой взгляд, мы действительно находимся в точке перестройки. Давление регулятора, юридические прецеденты, растущие бюджеты, цифровая конкуренция и усиление фан-сообществ – все это уже давно поменяло правила игры. Турдизи уже не работает по тем же моделям, что 5 лет назад. И именно поэтому ближайшие шаги ключевых проектов будут определяющими. Подтвердит ли Пера свой статус амбициозной премьеры? Сможет ли юноша оправдать объем предварительного интереса? И как завершится ситуация вокруг сериала «Детей рая» и Исмаила Ходжи-Оглу? Ответы на эти вопросы покажут не только судьбу конкретных сериалов, но и направление всей индустрии. Потому что сегодня цифры говорят громче шума. И именно цифры в конечном итоге решают, кто останется в игре. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вам действительно интересны новости о Кереме Бюрсине, Афре Сарачоглу, Ханде Эрчел, Мерте Рамазане Демире, Чагатае Улусое и самых громких премьерах турецкой индустрии, значит, вы точно попали туда, куда надо. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы быть в курсе всего, что происходит за кулисами. Здесь мы не просто пересказываем новости, мы разбираем, анализируем и смотрим глубже. Если выпуск был полезным или заставил задуматься, поддержите его лайком. Это действительно помогает каналу расти и двигаться дальше. И обязательно напишите в комментариях, какая новость зацепила вас больше всего. Возможный международный шаг Керема Бюрсина, ожидания Перы, амбиции юноши или успех сериала «Под землей». Нам важно ваше мнение. До встречи в следующем выпуске.